Привет, ребят, как ваши дела? Как настроение? Пришла с магазина. Мальчуганы же это. Здесь кондиционер включила. Смотрю, Капыджи приходила. Я же обычно ей воду даю. А это она пришла. Кто-то ей дверь открыл. В общем, 3 сумки. 3 сумки принесла, вас с собой не брала. Если честно, забыла. Забыла про джанларчиков своих. Не взяла вас с собой. 3 сумки взяла вот сюда. В шок сходила, девочки. Приготовила. Думаю, если все по списку же покупаю. Мальчиши же заняты. Все. Помощники учатся, работают. Айдын вообще поздно приходит, девочки. В 10, а то и в 11, и в 12 ночи приходит. Магазины уже не работают в это время. А у Ктайчик, у него уже эти тесты. Он готовится. Короче, я одна. А он же рядом вот здесь, шок-то. С окна видно. По списку все набрала, девочки. Но не все. Кашу не купила, молоко не купила. Мокрые салфетки не купила. Юмош написала, купила. Куриное филе мало там у них было. Всего 2. Маски не купила, девочки. Маски не купила. Маски. А где я их куплю? А они мне и не встретились на глаза. Пока до кассы дошла, не встретились маски на глаза. Поэтому, девочки, в общем, сейчас покажу, что купила. Вот, девочки, вот эти 2 сумки на одной руке я принесла. Ну, на одной руке тяжеловатенько, конечно. Если на 2 вот так их разделить, то нормально было бы. А вот это самая тяжелая сумка. Потому что здесь напитки, жидкость. Что он мне тут-то считал, девочки? Ну вот сумма. 482. Вот, девочки. Вот я. Цены вот кто. Кефир купила. Масло бутербродное 26-25. Кефир по 9,95 и по 7,75 литр. Эльмасую это сок яблочный 4,50. Терея 500 грамм. Масло бутербродное 26-25. 15,90. Какой-то кусочки вкусные. Не знаю, что это такое. Йогурт 19,90. Ой, это не йогурт. Да, йогурт 19,90, девочки. Йогурт 3 килограмма. Вот это черри. Сок апельсиновый 6,50. Подорожал, девочки, он. Тахинли чурек. Чуреки вот эти. Но это же не тахинли чурек у меня. Пуача, короче, взяла. 3,95. Там 2 штучки в упаковке. Вернел взяла 25,95. 200 штук ПЧТ салфетки 3,50. 13,95 обошлось мне килограмм. Стоит Музьерли 13,95. Бананы подешевели, девочки. Обошлось мне килограмм 730. Потом баклажаны 6,90 килограмм. Потом колония вот эта маленькая 4,95. Вот чуреки вот эти 3,95. Мед взяла. Вот этот мед я люблю, девочки. 29,90. Амигу фундык. Ну, орешки набрала. Фундык. Дживис это грецкий орех. Грецкие орехи. Корошик. Вот, смотрите, цены какие-то. 12,90, 14,90, 11,90. Юлькер печеньки взяла 2,95. Салат 2 атом 6,95. 2,50 Юлькер. Ну, печеньки, короче, это все, девочки. Труфеля конфетки тут взяла. Печеньки, короче, это тоже по 2,95. Рексона Айдыну дезодорант 16,90. Лабне взяла 400 грамм 11,85. Что-то 1,65 что-то я взяла, не помню. Анадолу Мутфа. Не знаю, что это такое, сейчас посмотрю. Потом
Пилич. Вот пилич бонфиле. Куриная грудка. 34,90 стала, девочки. Подорожала. 30 было летом. 34,90. Но это самая дешевая цена за килограмм. За килограмм бонфиле куриной грудки. Вот так вот, девочки. Дальше. Лимон 4,95 за килограмм. Бибер Чарлистон. Да, перец это Чарлистон 6,90 килограмм. А что это за газоз? Ортобой. А, сорос. А я газоз считаю, господи. Ортобой это мешки. 5,90 стоит. Мешки. Большой размер. Потом морковку взяла, да, 4,99 килограмм. Шафтали нектарин. Да, эти лысые персики взяла. 9,90 за килограмм. Скумбрию взяла, девочки. Буду солить. Все, зима начинается. 16,90 упаковка стоит. Анадолу чифтли. Что это я взяла? Яйца 27,90. Ирик. Ирик. Это слива, значит, 7,90 у них. Потом изюм бордовый вот этот взяла. Большой 9,90. Потом что я взяла? Соду взяла. Нет, соду. 22,90. На скидках там 10 лир было. Вот 7,90 он убрал, видите? Скидку. 22,90 вот это. Паста зубная, девочки. За 10 лир там было. На скидке 10 лир я заплатила. Потом Юлькер Дидо. Да, он сказал это. Бонус для кассира 1,95. Шоколадку Дидо, короче. 4 штуки он мне дал. Перволь взяла 23,90 черный. И Вернел кондиционер для белья 19,90. Потом там еще были фейри таблетки, но у меня уже все, места не было в сумках. Все, девочки, в сумках места не было. Сейчас, девочки. Вот, девочки, значит, вот это вот взяла. Маленький в сумочку хорошо складывать. Всегда нужен. Потом литровый можно покупать, сюда доливать. Но быстро ломается вот эта пшикалка сама, быстро ломается. Надо по это. Вот это вот зубная паста, девочки. Сенсодиум. По 10 лир это было. 2 упаковки я взяла. Вот эти шоколадки 4 штуки я взяла. Кефир я взяла. 2 кефира. Мевисую, яблочный и апельсиновый. Вернел вот это 29,90. Вот это, девочки. Это я отдельно взяла. Виноград вот этот вот, девочки. Вот. Куриные грудки. Килограмм вот этих. 34,90. Йогурт взяла. Вот этот вот перволь для черного. Дальше. Ирик вот я взяла. Ну уж больно мягкий. Подавился, нет, не знаю. Слива, чернослив. Девочки, мыть это все надо. Вот салататом и лимоны. Но это лимоны, знаете, они еще зеленые, лайм, типа. А так-то это лимоны, просто они не дозрели. Салататум. Булочки вот эти. Вот эта булочка 3,95, значит, стоит. 2 штуки в упаковке. Бананы. Бананы неплохие, девочки, хоть дешевые бананы. Потом вот этот балкубан, сюзме. Оскован, то есть, ой, господи. Сюзме. Цветочный мед. Очень мне нравится, девочки. Неплохой. Неплохой. Ну, до натурального-то там далековато ему. Ну, а вдруг? А вдруг, девочки? Морковь, баклажаны, бананы, перец, Чарльстон вот этот. Видите, он будет лежать и будет это желтеть, краснеть будет. Сорт такой. Вот здесь яйца купила, девочки. Сейчас все буду мыть. Вот это вот на скидках он мне дал. Но у меня больше места не было. Я скумбрию взяла. Персики, вот нектарин. Лысый персик. Взяла, надо мыть, девочки. Я сейчас все буду мыть. Вот большие 30 штук в упаковке для мусора. Лабне взяла. Дезодорант взяла. Вот эти печеньки, девочки. Это с малиной. С малиной. Ну, значит, это как чизкек, типа. Хочу попробовать. А это с лимоном. С лимоном здесь. Лимон и белый шоколад. 2,95, да, это стоит?
И вот это вот. Это на юлав. На этих хлопья. Хлопья овсяные. Девочки, я же не вижу сейчас. Что тут написано? Вот, это хлопья овсяные. Зейтин, оливки, что ли, внутри есть. В общем, не знаю, соленые, видать, это. А ну вот это на скидке тоже 4 штуки в упаковке. Юлькеровский шоколад хороший. Тоже, девочки, не так уж он нормальный. А, вот это вот я взяла. Трюфеля. Трюфеля, девочки. Что за трюфеля? Вот здесь 3 вида. С карамелькой, с фундуком и с фисташками. Не знаю. А, это, наверное, вот эти трюфеля 29, что ли, стоят. А это типа мармелад. Мармелад. Здесь я не люблю мармелад в сахаре, но это немножко здесь с сахаром. Неплохо. Вот это мне нравится. Соду вот 2 упаковки взяла. Что тут еще у меня? А вот эти орешки. Вот орешки я взяла. Фисташки. Грецкие. А, я 2 схватила, девочки. Соленые-то я 2 схватила. Вот эти ПЧТ. 200 штук. Салфетки на стол. Этот взяла. Пастырма. Масло бутербродное. Обычно я килограмм беру. Но я всегда вот это беру, девочки. Всегда. Мы как-то привыкли, и нам нравится. Это полкило. Это тоже где-то 30 лир. 36, что ли, или 30. И вот это. Фундук. Все, девочки. Все, сейчас буду мыть. Девочки, виноград мою, вообще фрукты мою с добавлением уксуса. Уксус добавляю. Бияз сирке. В Турции 4-5%. Вот. Чуток. Чуток, девочки. Здесь вот написано. Где-то 4-5%. В общем, бияз сирке добавляю и мою вот так фрукты. И потом кушаю. Попробовать, хоть вкусный, нет. Угу. Он немножко вяжет. Если много кушаешь, вяжет. Угу. Неплохо. Сейчас, девочки, вот эти персики тоже помою. Я вот эти мешочки складирую, потом вот сюда их. Вот сюда. Ну, сюда не положишь, сюда вот купила вот те мешки. Вот для этого ведра. А для этого вот эти иногда складываю. Сейчас, девочки, персики помоем. Положим все в тарелочку. Чем занимаются мои роднульки? Роднульки, джанларчики мои. Чем занимаетесь, девочки? Мальчики. 1 банан остался, девочки. Вот так много купишь, лежат. Пока Октай, пока в тарелку ему фрукты не порежешь, он не возьмет сам, не будет кушать. Поднос ему поставишь тарелку, Октаю, он будет кушать. А так, чтобы пошел сам взял, не возьмет. Девочки. Шикарный, девочки, чернослив. Я подошла туда, стала выбирать, там мошки как полетели в разные стороны от чернослива. Он мягкий-мягкий. Смотрите. Мягкий-мягкий. Девочки, я мою с уксусом. Ой, такой шикарный. Я бы побольше набрала, но там так место неудобно, они этот чернослив положили. Я этот ящик отодвинула. Поэтому шикарный, спелый уже такой, знаете, переспевший. Они его срывают, зеленые еще, твердые они. И вот так они в магазине складируют, лежат у них. А потом вот так в течение, ну, они там лежат, короче, спеют. И потом уже вот такие мягкие-мягкие становятся. А я вот такие люблю, девочки, мягкие-мягкие они. Их немножко вот так заденешь, и я немножко даже испачкала одежду, когда вытирала. Вот мошки прилетели. Мошки, видать, занесла с фруктами вместе. Занесла. Вкусно, девочки. Я вот так складываю.
И на стол туда ставлю. Почему туда? Там я с косточками кушу виноград, девочки. Почему туда? Потому что там кондиционер работает, и там более так прохладненько. Вот, девочки, такой. Я его могу сейчас весь сама все это съесть. Сливу. Я сливу куда добавляю? В кашу. Утром уктаю добавляю. Ну, такая шикарная слива. Шикарная, девочки, слива. Но именно вот на мой вкус. Но там надо копаться. И неудобно. Я вот так стояла и копалась. Я вот так все, что могла, отодвинула, и все равно вот так стояла, копалась. И мошки во все стороны разлетаются. И там узкий проход, я вот так встану, люди, когда вы... Там же при входе сразу, помните, я вам показывала. Люди начинают идти, и мне приходится так выпрямляться, людей пропускать. Когда заходят в магазин. Потом я их пропускаю, потом опять вот так стою и копаюсь. А больше никак. Ящик поднять, он тяжелый, я не смогу сюда его. Здесь места нету, куда ставить. Девочки, шикарно. Очень, очень мне понравилось. Сейчас я помою и покажу. Я, знаете, девочки, вот я уже помыла лабне. У меня лабне нету, по-моему. У меня лабне нету. Я люблю лабне. Я вот эти булочки замораживаю, в морозилку бросаю их. И все. Я люблю, девочки, вот так кушать. Положу. Сухой надо. В общем, сейчас вот так вот. Вообще целую булочку вот так вот. Ну, я сейчас не съем. Вот так вот беру ачма. Это ачма, девочки, не пуача. Пуача, она более жирнее. И бывает с начинкой пуача. Ачма, ну, сейчас, знаете, сейчас, как правило, и ачма могут начинку положить. Но вообще традиционная классическая ачма без начинки. И дрожжевое тесто. Ачма дрожжевое тесто, а пуача на соде. Ну, на разрыхлителе, на соде. В общем, лабне вот так вот смажу, девочки. Девочки, у меня, может, колбасы сейчас началось. Вот так мажу, девочки. И вот эту, ну вот сухую пастырму у нас что-то никто не ест. Ну, а когда покупаешь, неизвестно же, сухая она, не сухая. Я в Шоке купила. В Шоке она не сухая, девочки. А это я в Биме схватила. В Биме она суховатенькая. Но это не значит, что во всех Бимах такая. Нет, в Биме ВАЗ-101 большой выбор. Туда дальше, куда идешь, ВАЗ-101 у нас 3 здесь А101. Туда дальше, когда идешь, там выбор большой. 4 или 5 видов пастырма. А в Шоке только 2 вида. Подороже, подешевле. Здесь у нас ближайший А101. Там тоже то есть, то нету. Ну, разбирают, короче. И вот так вот пастырма сверху. Суховатенькая. Я люблю. И потом с каким-нибудь мевесую. Ну, с соком. Угу. Вкусно, девочка. Ну, я сейчас того чуток, и все, я не голодна. Вкусно. Неплохо, девочки. Вкуснятина. Все, я не хочу уже. Но мне интересно, знаете, что попробовать? Вот эта печенька. Чизкек-то. Типа чизкек. Они прям на улице лежат у них там. Это грязные. Блин. А что за чизкек? Типа чизкек, говорит, напоминает. Но мне кажется, это тоже юлав. Чизкек Тадена. Ну да, вот. И белый шоколад, и лимон. Саклыкёй. Но это тоже неплохая фирма. Она не так давно, как открылась. Но, во всяком случае, я вижу ее в магазине. Может, она давно открылась. Угу. Прям и запах чизкека, знаете. Ну, те же это.
Девочки, это же Юлькер. Это, наверное, дочка от Юлькера. Вкусно, девочки. Само печенье такое. Угу. Правда, настоящий этот чизкек. Малиновую одну взяла. Лимонная повкуснее будет. Белый шоколад, не знаю, может и чувствуется, но аромат и запах лимона и бутербродного масла чувствуется. И вкус. Вкус. Ну, в принципе, как на картинке, так и здесь вот. Просто здесь на картинке оно большое. Размерчик нарисован. А так неплохо, девочки. Угу. Неплохо. А что 2,95 стоит? Или 1,95? По-моему, 2,95. Неплохо. Все, девочки, я уже не голодная, а мне еще продукты мыть. Продукты подумайте. Еще хочу, девочки, сказать, вот разница продавцов. Мужчина и женщина. Мужчина турок и женщина турчанка, да? Здесь же меня знают в этом магазине Шок. И, значит, вот мужчина. Он сегодня, видать, уставший такой. Впереди покупатель был. Он его, видать, обсчитал. Потому что, говорит, я неправильно посчитал. Этот покупатель шел. Я всех пропустила. Человек 5 пропустила, потому что у них 2-3 штучки. А у меня полная тележка. Что, думаю, они будут стоять? Я, девочки, в магазине всегда пропускаю. Мне разницы нету, какой возраст у человека. Иногда, знаете что? Турки-мужчины не проходят. Ну, ближе моего возраста. Говорят, нет-нет, типа, ваша очередь, вы идите, и я подожду. Буквально там 2-3 вещи у него, он стоит сзади меня и ждет своей очереди. А так я пропускаю людей. А даже Октай говорит, что ты, мам, всех пропускаешь? Мы так, говорит, будем стоять до вечера. Я говорю, ну ладно, у нас, смотри, полная тележка, а у людей там 2-3 вещи, и будут они стоять. И сзади тебя же будет очередь, и будут все стоять, и ну, неприятно будет людям, в общем. И вот эти вот продавцы, мужчина и женщина. Тут же у нас есть женщина и молодые девчонки. Ну, новенькие. Вот неважно, они молодые девчонки или там уже давно покупатели, эти продавцы. Они, девочки, я все облизываю. Вы не так? Я и пальцы облизываю, и эти всякие бумажки облизываю. Пробиотик. Фирма Ичим мне нравится. Мисс Ичим, это только в Шоке можно эту фирму найти. Кефир с малиной, с клубникой и с ежевикой. Пробиотик. Не знаю, что он там пробиотик. Мне что, пробиотик? У меня живот непробиваемый, девочки. Вот когда девушка, продавец, женщина, да, и мужчина, вот в нашем Шоке я рассказываю, девчонки, они как-то, вот, допустим, вот это, да, почти 30 лир Вернел. И вот это на скидках есть 15 лир, да? Либо я вот эти два взяла бы на скидках, либо один вот этот. Девчонки бы, это уже из практики, из опыта, они говорят, вот это типа можете не брать, мы вам два вот этих дадим. Ну, они объясняют, что скидка есть, типа вот это. Вот смотрите, это 960. 960 это 100 дней, 140 дней можете использовать вот это. 6 литров, 1,44 литра вот этого концентрата на 6 литров обычного кондиционера, 60 якома. Ну, 60 применений. А здесь 960 миллилитров. 960 миллилитров это 4 литра концентрата, 40 применений. Понимаете? А по цене одна вот эта, две вот этих получается. Правильно? Если я не ошибаюсь там. Вот. 80 бы применений или 60 применений. И по цене будет. Понимаете? Девчонки бы, вот на кассе девчонки, они говорят, вот эти две возьми, вот это оставь. Они вот мне всегда говорят. Не знаю, всем ли они так говорят, нет. Но мне вот сколько раз я хожу, новенькие, старенькие продавцы, что-то пришло, девочки. Неважно, они всегда говорят мне, вот это типа оставь. Ну, если предлагают, они не указывают, они предлагают. Хотите вот это 2 или там сколько вы хотите на скидках. Там же, если ты, скидка какая, если ты 25 лир
покупаешь, тебе вот эту скидку делают. Ты можешь один взять. А я-то набрала много, я там могу и 10 штук взять вот этих. Вот, а мужчина нет, он не предлагает. Он считает все, он мне все посчитал, потом предлагает скидки. Говорит, скидки какие вы хотите? Так а скидку я же уже взяла вот это. Можно, конечно, сказать, ты вот это убери мне. Убери вот это, аннулируй, но это придется проблематично для него. Аннулировать. Вот это типа аннулируй. Я вот это возьму, допустим, 5 штук, да? Но у меня места не было. Он говорит, я вот этот один тебе тогда дам. Возьми, он мне говорит. Он мне что сказал? Он говорит это. На скидках что хочешь? Я говорю, пасту зубную возьму на скидках. Потом он говорит, вот это. Ну это же ему бонус. Вот эти шоколадки, когда берешь. Прям рядом с кассой стоят. Там есть специальный стенд индиримный для скидок. Сзади него, за спиной кассира, стенд. На стенде вот эти все всякие продукты, которые в этот день на скидках. И можешь стоять, выбирать. Он говорит, есть этот. Вернел говорит, есть. Я говорю, а где? А там-то не было. Если бы я увидела, я бы взяла, конечно. Я бы вот это убрала втихаря, а то бы это... Сказала бы, дай мне там 3-4 штуки. А на стенде не стоял Вернел. Он говорит, Вернел типа есть. Я говорю, а где? А он говорит, здесь типа на стенде закончился, сейчас, говорит, я оттуда принесу. И пошел. А вот представляете, если бы люди сзади меня стояли, и они постояли и ждали вот это. Понимаете? Неприятно же. 2-3 штучки хочешь купить, быстренько выйти, а тут, блин, тетка какая-то со своим Вернелом, блин. Поэтому я пропускаю людей. И он пошел на склад, достал Вернел, 2 штуки принес, одну, говорит, дам тебе. Одну поставил на стенд. Он один сегодня работает, девочки. Замученный, глаза красные, может, давление или не спал. Ну, уставший мужик, который всегда приветы передает. Я у него спросила, как вы сегодня? Он даже это... он быстро, короче. И вот он этого, говорит, я неправильно ему посчитал. Ну, что делать неправильно? Придет или... Ну, не знаю, в общем, что будет с тем человеком. И он говорит, первол есть. Я говорю, первол возьму. Он мне дал вот это на скидках. Там у него стояло внизу. Первол, говорит, есть. На стенде не видно было. Там внизу совсем у него, под ногами. Я говорю, возьму. Потом он еще что-то сказал. Я говорю, не, это не надо. Что-то еще там у него было, тоже на стенде не было. Он мне сказал, это будешь брать? Я говорю, не буду. Вот, понимаете, он мне вот это посчитал и предложил это, а девчонки нет. Девчонки в этом плане молодцы. Они говорят, вот это типа не бери, вот это возьми. Есть типа на скидках. Бумага бывает, мокрые салфетки. Я не взяла сегодня, девочки, мокрые салфетки мне нужно было. Я не взяла, почему? Мокрые полотенца, потому что, ну, места не было, я мало сумок взяла. 3 всего. Я думала, я в БИМ сегодня еще схожу. Если бананы, думаю, не куплю, пойду в БИМ. Вот маски на глаза не попались, они обычно у них там стоят, а сегодня стояли эти, моющие средства там. Я бы взяла тоже таблетки для стиралки. Ну, если бы еще бы она у меня сумочка была, можно было пакет попросить купить. Но я что-то не стала. Девочки, можно было пакет. Вот что-то я не додумалась, блин, до пакета. Я обычно сумки сразу хватаю. У меня столько сумок, но эти сумки все пригодятся при переезде. Думала, если бананы не найду, то придется идти в БИМ, потому что они дешевле сейчас. В БИМе где-то 15 тоже будут стоить. Может, еще дешевле, чем в Шоке. Иногда в БИМе дешевле, чем в Шоке, иногда в Шоке дешевле, чем в БИМе. А 101 подороже. Подороже. Там, по-моему, 15 стоит. Вот я покупала несколько дней назад. ВАЗ-101. В общем, вот такие дела, девочки. Вот что значит мужчина продавец и женщина продавец. Женщина, она как-то, ну, может быть, не все, ну, не знаю, здесь у нас в Махале мы все друг друга знаем, даже продавцы, они же не живут у нас в Махале, они откуда-то приезжают. Когда Айдын хотел устроиться А101, он пришел в наш А101, говорит, хочу к вам устроиться, когда студентом был, на подработку. Она говорит, нам нужны, другая женщина тут была тоже, фотографии у меня в Одноклассниках я разместила вместе с ней. Даже не помню, как ее зовут.
Она одна, без мужа, у нее сынок 16 лет приходил. Она говорит, это мой сын. Я говорю, ну типа, машалла, там, туда-сюда. Мы у нее спросили, она тоже частенько в субботу, воскресенье, но она почти здесь и дневала, и ночевала, потому что денег надо, видать, несколько ставок взяла себе и работает. И Айдын говорит, я хочу к вам, а она говорит, нам надо, не хватает. И он пошел туда, в центральный офис, здесь недалеко от нас центральный офис, где, где кадры вот эти набирают. И он говорит, я хочу, если есть возможность, ВАЗ-101, типа, вот сюда. Они говорят, нет, здесь это магазин полный. Ну, он адрес назвал, говорит, я бы хотел вот сюда. Мне типа к дому близко и это. Они говорят, нет, это, говорит, полный магазин, туда не требуется. Мы тебя отправим там куда-то туда. Он говорит, не, я туда не пойду. Далеко ездить. Далеко ему надо было ездить. И потом мы пришли в магазин, и она спрашивает, ну что, говорит, ты устроился? Вместе, говорит, будем работать. А она говорит, я тебя научу кассы пользоваться, все. Он говорит, нет, меня сюда в наш магазин не взяли, туда послали. А почему? А говорит, тут все забито, не требуется. Она говорит, как не требуется? Я постоянно субботу, воскресенье одна работаю, и днем, и ночью. Короче, вот так вот. Вот так вот, девочки. И Айдын потом пошел, куда-то он пошел. Но это уже, по-моему, официально он пошел в Вайкики работать с тех пор. А до этого он работал, девочки, он работал, но неофициально он работал. С ЭГК ему не оформляли. А потом, когда уже вот ВАЗ-101 он хотел, это уже официально. Его не взяли в наш туда. Сказали, туда, говорит, я не хочу. Потом он сюда хотел, в наш вот этот люксовый магазин. Сказали, не, нам не надо. Он после 8 класса ходил к директору вот здесь, парень тоже. Это семейный бизнес у них здесь. Отец открыл, сын работает там, в общем. Он говорит, возьмите меня, мы же соседи, типа. Он говорит, ты подрасти, потом приходи. Он говорит, я когда подрасту, я уже не буду работать здесь, я пойду в другое место работать. Он говорит, в общем, иди. Он все сюда просился. 2 года он ходил, говорил, возьмите меня, говорит, я хороший работник, видите, я здесь рядом живу, Айдын-то. У него же язык тоже без костей. Они говорят, нет, прикалывались тоже над Айдыном. А сейчас-то он какой, мальчуган с галстуком. И сейчас локти не кусают, что его не взяли. Нет. Просто на подработку. Нет, говорит, мы таких мальчишей не берем. Нам, говорит, нужны на постоянную работу на полный день. Как на полный день? Полдня, допустим. Целый день ты работаешь, на следующий день ты приходишь с обеда до ночи. Или, допустим, с утра до обеда. Вот 2 человека, вот так у них работает в люксовом нашем магазине. 2 человека. Допустим, один человек с утра до ночи приходит, а второй человек приходит с обеда до ночи. Либо с утра, если там какая-то доставка товара, с утра, в основном с обеда. С утра до обеда, потом уходит. Потом он на следующий день приходит уже с утра до полной ночи. Но они здесь неделями работают. Неделя. Вот такой график, потом меняются, следующая неделя меняются. Вот так. Вообще раньше было 3 человека, потом сократили. Вот эта пандемия началась, сократили. И что-то как-то там, в общем, сейчас на постоянной основе, я смотрю, 2 человека, вот эти манавщики. Я про манавщиков говорю. Внутрь магазина его не возьмут. Манавщиком он хотел. Его не взяли Айдына. Айдын говорит, и все, не взяли, потом будете это. Потом будете звать, не приду. Он так шутил. И все. И, в общем, вот такие дела, девочки. Набрехала вам, наверное. Не, ничего не брехнула. Еще продукты надо мыть, сейчас расставлю. Сейчас вот тачек уже скоро придет. Что кушать, что будет, не знаю, что будет. Мяско есть, супик есть. Вот эти бутерброды есть, фрукты, салаты есть. Баклажаны купила, морковку купила. Хочу салат сделать по-корейски. Вот баклажаны с морковью. Все, в общем, есть. Кефирчики, мейве-сую есть, все есть. Салатики, курочку. Курочку он не хочет. В общем, всех вас, ребят, обнимаю. Извините, если что. Всего вам самого доброго, светлого. Вон, видите, еще надо мыть.
мыть все и убирать. Бутерброд доедать, все здесь расставлять. Все вас. Всем добра, мира, счастья, позитива, всего самого доброго и светлого. Самое главное, девочки, трюфеля же. Девочки, трюфеля. Это или фисташки. Ну, не знаю, девочки, финдек или фисташки. Фисташки. Это фисташки с кремом смешано, видите? Фисташками. Фисташки рядом пробегали. Какая-то сливочная масса. Сочек вот здесь. Не, это не трюфеля, девочки. Не, а почему не трюфеля? Трюфеля, если коричневый какаолу будет, да, девочки? Трюфеля, можно сказать, трюфеля. Интересное имя, трюфеля. В Советском Союзе там трюфеля. Не, девочки, похожи на трюфеля. Похоже. Рядом полежали трюфеля эти турецкие с советскими. Похоже, девочки, неплохо. Ну, я не хочу. А вот карамельный есть. Скорее всего, вот это карамельный, потому что там карамельный, фундуклы. Ну, они такие, знаете, вот. Как бы их оторвать? Не оторви же. Вот это, девочки, вкусно, карамельный. Сгущенка. Напоминает сгущенку вареную. И слоя шоколад молочный. Какой-то привкус такой. Привкус не очень. Не, девочки. Послевкусие остается не очень вкусно. Что-то мне не очень. Ладно, уже начала. Красный попробуем. Вот это значит фундуклы. Фундук. Вот фундук самый лучший, мне кажется. Карамельный, когда кусаешь, приятно. Но потом, когда это, послевкусие не очень. Девочки, я уставшая такая, что-то разжаренная. Да, вот фундук это самый нормальный из вот этих 3 видов трюфелей. На мой вкус фундук самый лучший, красный. Вот это 5, это 4. Ну, то послевкусие не очень. Не, неплохо. Фисташки тоже можно 5 поставить. Чего я так зажала? 5, а вот это все-таки 4. 4 даже натяну. Потому что послевкусие не очень приятное. Какой-то химический состав послевкусия остается. Там, девочки, бардаликус у меня сзади. Рыбу сейчас буду солить. Как я рыбу солю? У нас же здесь нету селедки. Мы сами солим, девочки. Любую рыбу. Соль, перец, лаврушку. Иногда положу, иногда не положу. На ночь засолю, утром уже кушаю. Лучок, оливковое, ну не оливковое. Пару раз я пробовала, оливковое в холодильнике застывает, и потом нехорошо. Растительное, любое растительное. Подсолнечное, кукурузное можно. У меня кукурузное есть. Утром я режу на кусочки, в баночку складирую. Лук репчатый туда кольцами. И этим кукурузным маслом заливаю. И кушаю. Соль, перец на ночь. Просто вот так посыпаю. Соль, перец. Лаврушечку там втыкаю. Все, на ночь это. И все, девочки. Ну, состав вот этот, соль, я делала раньше очень соленый. Потом с каждым разом все меньше, меньше соли, меньше. И у меня потом получалось малосольная. И вот она потом стоит в банке, она там как-то еще это происходит у нее. Вкусно, девочки. Вот это скумбрия. Скумбрия или ставрита? Скумбрия. Иставрит или Иставрит? Ставрида. Ой, девочки. Памяти, как у девки. Девичья память еще.
В общем, орешек себе сюда тоже забабахала в тарелку, насыпала. Я кажу хотела, но кажу не было. Кажу не было, девочки. Хочется почему-то кажу мне. Кажу вот эти лунные орешки. Грецкий фундук, арахис. Леблеби еще есть, горох. Леблеби. Леблеби, знаете что? В Боза, напиток Боза, тоже где-то на канале у меня есть. Боза напиток. Мы в Ташкенте жили, с мужем варили, он меня научил. Я говорю, вообще понятия не имею. Мы варили, потом дрожжи туда добавляли. Я говорю, брашка. Он говорит, что за брашка? Я говорю, потом можно гнать самогон. В общем, поржали. Там алкоголь присутствует. Какой-то процент маленький-маленький в Боза есть. Так же, как и в квасе. В общем, квас мужу не нравится. А я уже 100 лет не пила, девочки. 100 лет я квас не пила. Не знаю, буду ли я пить. Мальчишкам тоже не нравится квас. Муж привозил как-то в это. Что-то мне уже сейчас тоже. Я отвыкла. От продуктов отвыкаешь, девочки. Отвыкаешь от продуктов, поэтому потом вот это пробуешь советский вкус, квас, там какое-то масло, да, пряники, уже думаешь, или в детстве было вкуснее, или отвыкла, как-то уже не то. Привыкла я все-таки к турецкому с этим продуктам. Турецкие все-таки продукты мне уже милее. В общем, всех... А зефир, не, зефир люблю, девочки. Зефир обожаю. Всех вас еще раз обнимаю. Наболтала. Вот, девочки, помыла, посушила мокрым, сухим бумажным полотенцем. Потом соль, перец на ваш вкус. Черный перец молотый, соль. Лаврушечки вот так набросала. И вот так скотчем, стрейчем вот так провернула, чтобы ни запаха не было. И в холодильник поставила. Вот сейчас ближе к вечеру. В принципе, утром она уже будет 100% готова, девочки. И потом перекладываю в баночку с лучком, с маслицем. Шикмадыр и сбоку бантик, девочки. Приятного аппетита, мальчики.
Доброе утро, ребят. Как ваши дела? Как настроение? Как погода? Сижу, кушаю, девочки, мальчики. Не могла дождаться утра, девочки. Селедку свою соленую солила же. Прям так хотелось попробовать. Не могла дождаться, чтобы кайфануть утром. Оргазмую. С утречка, девочки. Оргазмик. Прекрасно. Зарядка бодрости на целый день. Девочки. Ну, пусть весь мир подождет. Какая красота. Вкуснятина, девочки. Малосольная. Чуток уксусика добавила. Маслица. Картошечка. Кофеек. Девочки. Зарядка для всего организма. Вкуснятина, девочки. Кофеек со сливочками. Я не варю, девочки. Я вот так чуток корицы, чуток кофейка Махмут Эфенди кипяточком заливаю. Я лентяй. И сливки. Но сегодня хотелось сливки, потому что они у меня початые коробочка. Надо кушать. Сгущенку варить тоже буду, когда блины. Блины буду печь и сгущенку сварю. Девочки, какая вкуснятина. Шик-модерн сбоку бантик. Приятного аппетита, ребята. Ребят, на минуточку. Время 6 часов 30 минут. Утро. Утро на дворе, а я селедку с картошкой наяриваю. Мальчик спит. Тесты делал. Пришла в 12 часов ночи. Весь тестами обложенный. Телефон, карандаш, полотенце, все это. Я это забрала, все сюда на стол положила. Спит мальчиш. Утро еще, видите, светает. Светает, девочки. А у меня картошка. Картошка с селедкой. Вкуснятина, девочки. Там еще фрукты есть. Вкуснятина. Октай бульон не выпил. Все. А Айдына проводила в школу, на работу. А сама сижу с селедкой, наслаждаюсь.